Всем привет! Вы на канале Momo Snail. Тут вы найдете много интересного о вязании спицами и крючком. Не забудьте подписаться и поставить лайк. И если вы готовы, давайте начинать. Сейчас я покажу, как быстро сшить две детали с открытыми петлями методом 3 спиц. Может быть отличный способ выполнения плечевых швов. Когда вы, например, вяжете плечевое изделие, связали спинку, перенесли петли плеча на запасную нить, связали полочку и также перенесли петли, и теперь вам необходимо сделать плечевой шов. Давайте начинать. Первым делом располагаем наши детали на спицах лицевой стороной вовнутрь. Вот таким образом. Шов мы будем делать с помощью ниточки, которая идет у нас из одной детали. Теперь нам надо провязать 2 петли вместе с 2 спиц, как лицевые. Сначала спицу вводим в одну петлю со спицы ближе к нам, вот так, как лицевую. Теперь вводим в первую петлю со спицы дальше от нас. Захватываем рабочую нить и провязываем их вместе, как лицевой. Скидываем эти 2 петли с наших спиц. У нас получилась на вспомогательной спице 1 петля. Следующий шаг. Делаем снова то же самое. Вставляем вспомогательную спицу сначала в одну петлю, вот таким образом, теперь в другую петлю со следующей спицы. Провязываем их вместе, как лицевой, сбрасываем эти петли с наших 2 спиц. И вот у нас образовалось 2 петли на вспомогательной спице. Теперь нам необходимо вот эту первую петлю перекинуть на вторую. Как мы это делаем? С помощью одной из этих спиц, какой вам удобно, подхватываем первую петельку и продеваем ее. И вот у нас снова 1 петля на спице. Продолжаем вязать. Берем вспомогательную спицу, провязываем 2 петли вместе, как лицевой, с 2 спиц. Сбрасываем их. И вот у нас 2 петли на спице, и нам нужно вот эту первую петлю накинуть на вторую. И вот у нас снова 1 петля на спице. Так вы вяжете до конца ряда. Но также я этот способ люблю провязывать с помощью крючка. Сейчас покажу как. Все то же самое, но вы используете крючок. Вы точно так же провязываете наши петельки, как лицевые, вот таким образом. Захватываете рабочую нить, протягиваете через 2 петли сразу, сбрасываете их со спиц. И вот у вас на крючке 2 петли, и вы одну протягиваете через другую. С помощью крючка, мне кажется, это сильно проще. Давайте повторим еще раз. Сначала в одну петлю вдели, потом в другую на следующей спице. Захватили рабочую нить, продели, сбросили и теперь провязываем 1 петлю через другую. И вот такой шов у нас получился. С лицевой стороны это вот такой аккуратный, красивый шов. С изнаночной же стороны у нас шов получается вот такой
довольно объемный в виде косички. Если по вашему дизайну наоборот необходимо так, чтобы шов был с лицевой стороны, то, соответственно, вы детали складываете изнаночной стороной друг к дружке и провязываете его точно так же. А еще этот шов можно провязывать контрастной ниткой. В общем, экспериментируйте. На этом все. Если мастер-класс был полезным для вас, то ставьте лайк и подписывайтесь. Мне будет очень приятно. А с меня еще больше интересных и полезных уроков. С вами была Александра. Пока-пока!